Всем доброго вечера, точнее уже практически ночь. Ну, у кого вечер, у кого день, неважно, всех приветствую. Итак, мне кажется, давно назрел этот вопрос, и эту тему давно уже нужно обсудить. А тематика следующая. Контракт с силами. С темными силами, не с темными, с демонами и так далее. Вообще с силами. Вначале хочу вам сказать, откройте, пожалуйста, посмотрите мои лекции следующие. 3 категории ведьм называется. 3 категории ведьм. Ведьмина изба рядом набирайте, чтобы вышли или на моем канале, или на дочерних каналах, неважно. Ну, тематика, которую я раскрывала. Далее. Продажа душу дьяволу. Миф. Ведьмина изба. Просто если хотите полностью понять эту тематику, нужно все-таки посмотреть эти лекции. Итак, приступим. Как любой педагог, буду закреплять в ваших головах эту тему. Вообще, настоящие педагоги, учителя, они обучаются искусству правильно донести. Да, ну, не до детей обязательно, почему мы и студентам преподаем, и взрослым людям читаем свои лекции. Правильно донести, правильно раскрыть, понятно раскрыть на понятном языке, чтобы тебя понимал и чабан, и профессор. И чтобы запомнил ту информацию, которую тебе дали. Меня всегда мои учителя учили так. Не нужно зубрить, не нужно учить наизусть. Нужно понимать то, что там сказано. Если ты это поймешь, то ты это запомнишь. Вот я хочу, чтобы вы поняли, где там правда, где ложь, миф и реальность вот этого всего. Давайте обсудим. Контракт с силами возможен? Дает ли это возможность стать ведьмой, колдуном, обрести силу, обрести богатство и прочее? Для начала давайте с вами вспомним, освежим в памяти 3 категории ведьм. Ну, ведьм, имею в виду, это касается и мужчин, в том числе ведьмаков, да, предположим. Но мы сейчас говорим от лица женщин, поэтому ведьм. Итак, прирожденные ведьмы, природные ведьмы и наученные ведьмы. Или обученные, ну, наученные их называют. Значит, так, прирожденные ведьмы. Это ведьмы, которые происходят из жреческих каст, и которым дано продолжить жреческий род, то есть род видовской. Это одно и то же. Просто когда пришли религии на эту землю, то этих людей уже начали называть ведунами, те, кто видит, ведает. Собственно говоря, чаще всего и раньше называли ведунами. Жрецы – это ведущие люди. Но этих людей начали называть ведунами, колдунами и приписывать им всякие черные, значит, способности, темные знания. То есть имеется в виду, что для того, чтобы все-таки так откровенно, открыто не выставлять свой жреческий род на показ, поскольку это было антихристианское, да, направление, то людям приходилось как-то их маскировать. Некоторые говорили, что они от Бога, некоторые, в конце концов, и поверили, что они от какого-то боженьки помогают, лечат. Ну, не суть важно. Кто такие прирожденные ведьмы? Это ведьмы, которые никуда не денутся от этой силы. Вот есть родовая сила, мы об этом уже говорили. Что такое родовая сила, что такое родовой хранитель, родовой дух. Вот, предположим, 1000 лет назад
по меньшей мере, да, кто-то из моих предков получил эту силу. Как получил, каким образом, не могу знать. Выбрали боги этого человека, эту женщину, и дали ей эту сущность. То есть внутри ведьмы живет ее душа и сущность. Эта сущность иногда принимает и другие сущности. Поэтому ведьма с подселением. Я хочу, чтобы вы подселение и одержимость не путали. Одержимость от слова держит в плену, в подчинении и так далее. А сущность – это духи, которые приходят и которые помогают ей видеть судьбы людей и помогать. Так вот, у ведьмы всегда подселенец, свой подселенец, родовой дух, который отдан прапрапрапрабабушке. Вот прапрабабушка прожила свою жизнь, ей этот дух подсказывал, говорил, что надо делать. И когда уже она ушла в мир иной, это ее душа ушла туда, куда должна уйти, собственно говоря. А вот эта сила рода, почему говорят, что не может, видимо, не передать. Да, бывает, что иногда мучаются перед смертью, но в основном передают перед этим, поэтому и уходят спокойно. Вот эта родовая сила со всеми знаниями, опытом этой ведьмы, в которой побывала, еще и своей памятью, поскольку это дух, это энергия, да, которая имела свою жизнь там до жизни, она переходит к следующей ведьме и живет в ней. И вот передает опыт вот этой бабушки, чаще всего от бабушки или прабабушки передается, потому что силы должны научить, вести с молодости, с юных лет. Практически там полжизни ведут ее и делают из нее зрелого мастера. Поэтому, когда люди говорят, что у них 50 лет, 60 лет какой-то дар появился, мне смешно. Я, например, не пойду к врачу, который начал работать 60 лет, наверное, да? Я пойду к врачу, который работает уже там 20 лет, имея опыт хотя бы, 30 лет. Но не к тому врачу, который вот в 60 лет начал работать, ему уже 62, и он вот уже всех лечит, делает операции. То же самое с ведовством. Сквозь тернии, через ошибки, трудности, испытания закаляют они ведьму и ведут, учат, обучают. На ее пути встречаются люди, которые что-то ей говорят, что-то оставляют, дают ей какие-то книги теней, знания. И в итоге уже вот к 30 годам она, в принципе, зрелый мастер, к 40 годам она уже практически формировавшаяся ведьма и знает, умеет все, что нужно уметь ей. Мы всю жизнь учимся, как говорил дедушка Ленин, учиться, мы будем учиться всю свою жизнь. Мы все до конца не узнаем, естественно, и всегда будет что-то, нечто, о чем мы не слышали даже, но мы узнаем, научимся. Это нормально. Однако основные азы, то есть основную вот эту вот информацию, знания, силу, все, что нужно для того, чтобы быть зрелым мастером и уже во всех сферах разбираться и помогать, уже к 40 годам это полностью сформировавшаяся ведьма. И дальше, и, собственно говоря, она просто на этих знаниях и дальше и живет. Почему говорю 40? Потому что 40 лет – это рубеж. Это не говорит о том, что в 40 лет она сильна. Она может быть сильна и в 20 лет, и в 19. Но 40 лет – испытательный срок. Если до 40 лет она себя показала как ведьма, как та, которая служит силам, значит, она дальше будет жить, у нее стабильность, спокойствие, все. В 40 лет ее испытание подходит потихоньку к концу. Теперь, вот эта сущность, сила, она была у одной ведьмы. Вот эта ведьма прожила свою жизнь, неважно сколько, 60 лет, 70, 80, 100 лет. Работала, лечила, эта сила ей помогала, подсказывала, она там что-то записывала, говорила, что-то в голове держала, подсознание. Со всей этой информацией эта сила после смерти этой женщины переходит к следующей. Чаще всего к внучке. Вот следующее. Точно так же.
узнает, познает, распознает, начинает понимать, как это все делать, и до определенного возраста как бы ведет ее эта сила. Потом она уже мастер своего дела, собственно говоря. Все. И она живет, работает всю свою жизнь, накапливает опыт, добавляя опыт вот к опыту своей бабушки, прабабушки дальше. Она ушла, она умерла, неважно в каком возрасте, опять же, передает эту силу уже двух ведьм, со знанием дела, с опытом, со всем этим накопленной информацией, передает третьей ведьме. Третья точно так же со своим опытом, знаниями, добавив свои знания к тому, что знает. И чем дальше, когда говорят ведьма 20-го поколения, там, ведьма 10-го, 5-го поколения, мне смешно. Ведьма может быть поколение тысячного, понимаете? 2000-го, 5000-го поколения. Мы не можем знать. Мы можем знать только вот кто у нас был. Вот у меня прабабушка обладала, знала вот это все, лечила, там заговаривала. Ее мать знала, я знаю от ее рассказов. Дальше не знаю. Может быть, и там еще бабушка знала. То есть я не могу сказать, в каком поколении я ведьма. Я просто знаю, что мне это передалось, и я являюсь тем, кем являюсь. А поколение я не считаю, понимаете? Мы знаем 2-3 поколения до нас. От силы. Это если только вот очень известное генеалогическое древо там составляешь, тогда можно, да, понять. Я не знаю своих предков. Я могу сказать, из какого рода я происхожу и кто был у нас в роду. Знаменитые известные люди, там, военачальники и прочее, прочее. И вот аж к царям ведется этот род. Но это не мои вот прям близкие родственники. Это просто по родословной. Наша родословная идет туда. Да, кто-то из наших внучатых племянников, и дяди, и тети, и там дед, брат деда, прадеда. То есть, ну как я могу назвать их всех вот своими прямыми предками? Никак. Это прирожденная ведьма. То есть это ведьма, которой суждено быть ведьмой, она никуда не денется, и силы все равно ее приведут, все равно будут обучать, все равно сделают из нее мастера, и она будет жить по их законам. Теперь, второе. Природная ведьма. Природные ведьмы – это ведьмы, которые продолжители жреческих каст, но им не дано в этой сфере работать. Некоторые из них, может, даже в магию не верят, но у них очень сильно развита интуиция. Из них получаются хорошие актрисы, режиссеры, бизнес-вумены, певицы, композиторы. То есть из них получаются очень талантливые, очень сильные люди, которые рассчитывают просто шаги своих оппонентов, да, на 10 шагов вперед. И у них есть природное обаяние, они влюбляют в себя в мужчин. Одним словом, вот их называют дочери дьявола, но это так условное название, конечно, обольстительницы. И даже если средняя, скажем так, внешность, да, не особо там блистательная внешность, в любом случае этот человек притягивает. Это могут быть умные политики, это могут быть писательницы, это могут быть просто вот у них развито чутье, у них развито видение мира, они видят такие пророческие сны и прочее. И вот как раз вот эти вот природные ведьмы, которые на моем канале есть, природные ведьмы. Прошу не путать, что я там всех обучаю ведьмами стать. Вот природные продолжители жреческих каст или сильных каст, касты воинов, каста жрецов, каста царей. Это все прирожденные, не все в семье, кто-то из них природной ведьмой становится. То есть берегини этого рода. Как правило, это женщины, на которых просто вся семья, которые, вот может быть старшая сестра, которая всем помогает, всем советует, всегда рядом, если там у кого-то какие-то проблемы, понимаете, ухаживает за матерью, помогает сестре после смерти матери и так далее. Это природные ведьмы. И у них лучше всего получаются как раз мои работы, и лучше всего получается на деньги,
на удачу, на карьерный рост. Они абсолютно не бегают за любовью. Они холодно относятся к этому всему. И для них вот вопрос любви остро не стоит. Они безжалостно бросают мужчин, не обращают на их страдания внимания. Они никогда не будут бегать за мужиком, плакать, страдать. У них нету вот этой тяги. То есть они вот карьеристки. И им дано это подниматься по карьерной лестнице. Где бы они ни были, везде добиваются успеха. Вот из ниоткуда им дают информацию, как сделать правильно, что сделать. И они, следуя своей интуиции, всегда выигрывают. Это обязательно продолжители. Они могут быть и из видовского рода, из рода жреческого, они могут быть из рода воинов, из касты царей и так далее. И, как правило, они никогда не будут серыми. Их жизнь будет очень непростой, взлеты и падения, но скучной жизни этих женщин не будет. Они тем отличаются от прирожденных ведьм, что их сила не тащит на плаху, не забирает на алтарь магии, не считает нужным им дать вот эти все знания, однако помогает, ведет и защищает, потому что они представители сильных родов. Прирожденные ведьмы и природные ведьмы, может быть, где-то похожи жесткостью характера, но они совершенно разные люди. Природным ведьмам не разрешено заниматься магией. Если они влезут в магию, вот, не в ритуальную часть для себя, там, для своих детей, а влезут в магию и будут заниматься магией профессионально, начнут там смотреть, не знаю, на кофейной гуще, карты кидать и так далее, у них начнутся проблемы, потому что им дано только вот эта защита, возможность строить карьеру, подняться, хорошо жить, но им не разрешено касаться магии. Для магии совершенно других берут из рода. Это 2. Теперь третья категория. Наученные ведьмы. Наученные ведьмы – это женщины, лишенные интуиции, знания, внутреннего голоса. И они не принадлежат касте ни жрецов, ни воинов. Это каста, как правило, крестьянская, и это каста купеческая. У этих женщин нет никаких данных ведьм. Именно поэтому они всей душой и сердцем стремятся стать ведьмами. У них есть 2 причины для этого. Первое, они серые личности, и они очень хотят, чтобы мужская часть населения обращала на них внимание. Они готовы идти научиться магии, как правило, чтобы кого-то приворожить, кого-то забрать из семьи и так далее. Это первое. Как правило, если вы посмотрите на тех женщин, которые хотят обучаться магии, не имея никаких данных, это весьма неказистые особы, даже не среднего ума, и абсолютно никаких следов красоты, женственности у этих женщин нет. Обратите внимание, вот эти ученики всяких там школ магии и так далее, совершенно не женственны и не умны. Абсолютно, лишены этого всего. Но они всей душой стремятся быть яркими, сильными, привораживать. И вторая цель, самая основная, это заработать много денег. Они считают, что возможно с помощью магии заработать деньги. Они ищут любые пути, любые там обучающие курсы магии, чтобы научиться, понять, как это делается, и открыть свои салоны и все прочее, зарабатывать большие деньги, иметь большую славу. Это женщины, которые готовы сутками сидеть на этих сайтах по магии, верить всяким небылицам. Это женщины, которые придумывают, сочиняют про всякие видения, про какие-то контракты. Вот это женщины, которые готовы делать все. На перекресток пойти петуха зарезать, там беса призвать, еще что-нибудь. То есть эти особы готовы воспринимать любую информацию, которая, по их мнению, приведет их к тому, что у них появится сила, и они будут колдовать. Это обученные ведьмы называются. Хотя к ведьмам они никакого отношения не имеют, но их называют обученные или наученные ведьмы. Вот 3 категории ведьм я выделяю.
Ну, третья категория – это по названию ведьмы, то есть желающие стать ведьмами. Теперь смотрите, что происходит. Первая категория – природные ведьмы. Они никакие контракты, никакие там документации не подписывают с силами. Им это не нужно. Силы сами их находят, заставляют их всячески, заманивают, чтобы они все-таки занимались магией. У них адская жизнь, пока они не начнут заниматься магией. Потом они проходят испытания на прочность именно в магии, в этом поприще. После благодарность за их преданность и достойную работу их осыпывают просто дарами, значит, материальными благами и так далее. Хочу вам сказать, что те ведьмы, которые, ну, предположим, не знают свою родословную, сейчас все побегут причислять себя к этим ведьмам. Есть ведьмы, которым это дано, но они не знают ни своих бабушек, никого там, может, была, не в курсе. Бывают дети, например, из детдомов, и они умеют, и они могут это все, то есть им это дано. Это говорит о том, что эти дети, да, эти девочки, они продолжители видовских родов. И если им дана эта сила, у них это получается, и они действительно... То есть, понимаете, как ведьма – это человек, который смотрит на все очень трезво. Вот настоящую ведьму от этих наученных барышень, которые там бегают по всяким курсам и школам магии, отличает одно – трезвость ума. Если, например, человеку, который профессионально занимается магией, сказать, что вы там какой-то контракт заключали, на каких условиях и так далее, этот человек засмеется и дальше не будет с вами даже разговаривать. Потому что для ведьм это такой абсурд. С кем-либо что-то заключать, какую-то силу просить, куда-то ходить, что-то там замаливать, просить на коленях и так далее. Это для ведьм абсурд и смех. Потому что им эта сила изначально дана. Им не нужно ничего заключать, им не нужно никуда ходить просить. Понимаете, я вам вот сейчас сравню. Вот смотрите, силы мироздания, они ищут сильных душ, то есть возвышенных душ. Через них передают людям свои знания, свой опыт, свои желания. Человек должен быть достойным, умным, сильной личностью, чтобы суметь это правильно формулировать и передать. Мирозданию не нужны низменные души падшие, которые готовы себя продать за деньги. Вот представьте, вот идет мужчина, и вот женщина вешается ему на шею. Ну давай, отвези меня куда-нибудь, я согласна на все. Мне кажется, что он даже испугается, он ее толкнет, скажет, пошла вон отсюда, и пойдет дальше. Ему это неинтересно, ему противно это все, если ему навязывается. Я согласна, вот только вези меня куда хочешь. А если он покоряет эту женщину, то есть женщину сильную, самодостаточную, это совершенно другое. Да, он охотник, он должен как бы покорять, он должен охотиться, он должен за ней немного ходить, наверное. Но в любом случае, точно так же мирозданию. Мирозданию не нужны падшие души. Души, которые готовы на коленях ползти и предлагать себя за земные блага. Вот я готова заключить договор, я готова все делать, только вот дай мне деньги, дай мне богатство и так далее. Они мне нужны, они с ними могут поиграть. То есть вот смотрите, есть такое выражение «черт попутал». Слышали когда-нибудь? Что это такое? Человек пошел в какую-то там школу магии, обучился и начинает смотреть. И вдруг действительно какие-то вещи сбываются. Реально начали сбываться вот какие-то там события происходить, но он попадает в точку. И он вот опьянённый этим состоянием, что вот ему дают, он там ведьмак, и у него есть дар, как они любят говорить, начинает как бы на этой почве собирать народ. А потом в какой-то момент решающий, его работы перестают помогать людям, а люди платили. Он начинает от них скрываться, убегать. Он начинает делать какие-то ритуалы, ходить там на кладбище. Он начинает писать таким, как я. Вы знаете, я вот там делал, у меня все получалось, а потом что-то вот пошло не так, люди недовольны и так далее. Я объясняю.
Это как казино. Она тебя притягивает, дает сначала, дает, а потом ты все проигрываешь. Зачем им это надо, этим силам? Во Вселенной есть очень много бродячих энергий, темных духов, которые с радостью придут на любой зов. Даже дети там позовут, они придут и останутся в этом доме. Почему? Они питаются страданиями, они питаются страхами, они питаются энергией ужаса, страха людей, отчаяния, там, безнадежности и так далее. Это очень сильные энергии, которые питают темные духи. Но для того, чтобы вы их питали, они будут вначале делать все для того, чтобы вы их призывали почаще, чтобы открыли этот портал, чтобы позволили им прийти в этот мир. Потому что есть определенный закон, пока их не позовут, они не приходят. Нет, бывает, что приходят, если, например, вы идете по гиблым местам, предположим, это их место, это место их покоя, или на кладбище шастаете по ночам, они имеют право вас наказывать, может даже подселение случиться, то есть одержимость. Это другое. Вы нарушили закон, и они вас наказали. Но если вы в своем доме сидите, ни один дух не придет и не вселится в вас. Для этого нужно переступить определенные законы мироздания. Например, не будучи ведьмой, призвать духов. Да, не имея права открывать порталы, идти и открыть эти порталы. Все, вы нарушили вот границы между мирами, вот эту вот границу, пограничное вот это вот состояние перешли, все, они имеют право вас наказывать, они имеют право и вселяться, и жить в вашем доме, и все что угодно. И питаются вашей энергией страха. И поэтому для того, чтобы питаться вашей энергией страха, они для начала должны прийти вам помочь. В чем-то где-то там вот у вас что-то получается, что-то вы угадали, попали в точку, и вот вы поверили в себя, радостные, открываете какой-то салон или пишете объявление, начинают люди приходить, звонить, отправлять деньги или сами приезжать. И в какой-то момент они просто оставляют вас один на один с этим всем. И ничего у вас больше не получается. У вас начинает рушиться жизнь. Вот именно из-за таких неучей создается вот это мнение, да, стереотип, что если человек занимается магией, то, значит, вот у него там болеют дети, еще что-то происходит, с ума сходит, в турку попадает. Но именно из-за таких неучей, людей, которые влезли туда, куда их не звали, вот этих наученных ведьм. Итак, 3 категории ведьм. Официально так называют, да, слово ведьма. Первое. Прирожденная ведьма. Это та, которая продолжитель жреческого ведовского рода. Вот она должна продолжать эту силу. Эта сила должна найти выход. Эта сила должна дальше жить в этом мире и работать, помогать людям, потому что оно для этого и пришло. Вторая категория ведьм – это природные ведьмы. Это сильные люди, это представители касты воинов, касты царей, жреческих каст и так далее. И они, собственно говоря, не имеют права. Вот смотрите, например, у жреца старшая дочь служила в храме вместе с отцом, и они вместе проводили эти обряды, ритуалы благодарения богов. Она была из рода продолжитель ремесла отца, да? Но была еще одна дочь, сын или кто-то еще. Они не имели права зайти в храм, потому что они были непосвященные. Вот те, которые не имели права войти в храм, это те как раз природные ведьмы, которые из этого рода пользуются покровительством рода, разными знаками, там, подсказками, помощью, защитой. Но они не имеют права касаться вот святая святых, войти в храм, в эту алтарную комнату. Понимаете? Они между собой похожи тем, что у них практически одинаковое происхождение, но им не дано заниматься магией. Но вся их сила, все их знание, все их рвение внутреннее, вот это все, что им дано, они направляют на карьеру в основном, в принципе, на творчество. И они очень успешны в этом. Однако, если кто-то из них решит заниматься магией, влезет в магию, все разрушится. Все. Это вторая категория. И третья категория – это из касты крестьян и купеческой касты. Это люди, которым совершенно не дана магия. Абсолютно. Они не имеют, они должны торговать на рынке, они должны работать бухгалтерами, ничего против них не имею, но им магия не дана. Они не имеют права лезть, совершенно лезть. Они даже не продолжители этих родов, чтобы
иметь вообще право касаться магии. Но если они начинают обучаться, заниматься магией, некоторое время их притягивают туда, дают, помогают, подсказывают, что-то там у них получается, а потом все это резко прекращается. И, собственно говоря, полное разрушение жизни и сумасшедший дом, и чего только не случается с ними. И стремление их всегда имеет корыстную цель. Первое – мужчин покорить. Если это мужчина, женщин покорить, это неказистый какой-то мужик, вообще из себя ничего не представляет, он хочет магией заняться и всех приворожить, понимаете? И вторая причина, по которой они лезут в магию и обучаются у разных всяких там магуев, это деньги. Они хотят богато жить. Не имея знаний, не имея опыта, не имея особых там мозгов, там, скажем так, интеллекта, эти люди стремятся жить ярко. Но каждому свое место. Итак, силы, то есть совершенно не интересуется падшими низменными душами, которые просят, умоляют их взять и готовы продать свою душу и себя любой ценой, лишь бы вот как бы их пригласили. Силам такие не нужны. Они с ними играются, издеваются над ними и потом бросают на произвол судьбы без защиты, без ничего. Далее. Контракт. Вот третья категория товарищей, которые очень стремятся и очень хотят стать ведьмами. Знаете, там приторговывают на рынке и между делом еще и колдовством занимаются. Ну, колбасу продают, например, и между делом карты кидают, смотрят судьбу, что-то еще. И таких вот товарищей у нас было много. Они ищут какой-то выход, какой-то метод соединить себя с этими силами. То есть, ну вот, если им не дана сила, если они не потомственные, они прекрасно понимают, что им ничего не дано. Как бы они ни говорили, что они ведьмы, у них там бабушки, дедушки, но перед собой, перед своей совестью прекрасно они осознают, что им ничего не дано, но они очень хотят и очень стремятся. И, как правило, такие люди, падкие на всякие школы магии, школы Таро, такие люди, падкие на всякие сказки и легенды, что можно получить силу и заключить контракт с бесами на перекрестках. Эта тема была очень модная в 90-е годы, когда народ тронулся на магии, потому что было очень тяжело, трудная жизнь, и люди все как бы стремились в магию. И вот тогда многие журналисты под видом родовых ведьмаков начали собирать там народные поверья, какие-то, может быть, даже и заговоры, но переделывая. И их задачей было как можно больше, чтобы там было вот это вот пугающего, понимаете, вот нагоняющие жути, черепа, кровь должна была быть, кости, как можно больше, какие-то куклы Вуду, кресты, Будда, все в одну кучу перемешанное, вот это такой винегрет выставляли, и вот, ну, непонимающий народ, ой, такие они великие колдуны, смотри, сколько черепов, там коровы валяются, куры без головы, одним словом, страшные колдуны. И вот это весь антураж, вот эти все синяя помада, какая-то музыка такая непонятная, под которой засыпаешь, там что-то летает, птицы, вот эта полутьма, это должно было нагонять жути и, собственно говоря, убеждать человека, что здесь сидит таинственный, очень сильный колдун. На самом деле все гениально и просто. Если я всегда говорю, вы всегда ориентируйтесь на то, что было в прошлом. Даже если это немножко осовременили, без разницы, корень должен быть как в прошлом. Ну вот вспомните, приходили к сельской бабушке, что у нее там были, какие-то благовония. Да, это хорошо, если есть благовония, вы делаете ритуалы, это замечательно. У нее тоже были, да, из трав благовония, ну смотря какой ритуал. Но в принципе, человек в халате, в платочке, обычная женщина, которая творила чудеса, правда? А мы знаем очень много таких товарищей, у которых и благовония, там и музыка, и офисы в центре Москвы, но они никто и никому никогда не помогли. Просто реклама, просто вот эта вот раскрутка, и все это создает этот антураж, собственно говоря. Теперь приходим вот к этому моменту контракт. Когда появился вот это понимание договора или контракта, возможно ли заключить контракт с темными силами?
Вот смотрите, с темными силами контракты заключали в древние времена, но люди, которые к магии не имели никакого отношения. Это были правители, например. Вот они обещали, что они построят храм какой-то или вот этот вот клочок земли подарят, например, какому-то богу тьмы, если выиграют войну. Обещали, что они пожертвуют в храм большую сумму денег, там, ну тогда золото было, да, или дадут огромное количество рабов туда в услужение, если боги помогут выиграть войну, или помогут удержать престол, или помогут вообще восседать на престоле. Вот такие контракты вообще с силами любыми, они все темные. Есть темные силы, есть злые силы. В мироздании нет белых, светлых сил. Это называлось обоюдное согласие. То есть между собой заключался такой договор. Просьба, зарок. Ты мне помоги в этом деле, а я тебе вот сделаю для твоего храма, для твоих жрецов. Вот тебе дам крестьян в услужение, рабов, сколько там быков, вот эту вот огромную территорию для храма, построю тебе новый храм, все что угодно, только помоги мне в моем деле. Вот такой контракт заключался. Но царь или фараон или император не просил у богов силу, чтобы пойти колдовать и карты кидать. Ему нужно было вот в этот момент, нужна была помощь богов. И он говорил свои условия, и он обещал, что он сделает вот столько, или спрашивал у жрецов, что хотят боги от меня, чтобы я сделал, если взамен на то, что они мне подарят победу. Это назывался такой контракт, если хотите знать. Но этот контракт действовал в то время, пока вот желаемое не будет достигнуто. Когда оно уже достигнуто, все, то есть соглашение заканчивалось, да, это уже не имело смысла. Вот боги дали ему победу, он обещал, построил храм в честь победы, и на этом все заканчивалось. Потом, когда пришли современные религии, точно так же цари, императоры и военачальники заключали такие же договора. Перед тем, как идти на войну, они говорили, что если там Богоматерь поможет мне выиграть битву, то я обещаю построить храм. Вот он, или он сам дает зарок, говорит своими словами. Вот он выиграл битву, пришел и построил, значит, на этом месте храм. Например, София Палеолог, которая наша Деспина София, да, супруга Ивана III, она обещала Богородице, что если сможет выгнать татар из Кремля, потому что ее раздражали, что они там были, татарские ханы с семьями, то она построит на этом месте для нее храм. И татар оттуда выгнали. Ну, как бы обещали другую землю, как только они вышли за Кремль, закрыли двери и их обратно не пустили. И она на этом месте, где была татарская слобода внутри Кремля, построила храм Покрова Богоматери или Богородицы. Вы наверняка знаете, ну, просмотрите в интернете, увидите. Это называется контракт или договор. Ты мне, я тебе. Но можно ли заключать договор между силами, чтобы ты стал ведьмой или колдуней? Нет. Это невозможно. Они сами выбирают человека, которому суждено нести их знания, их силу и желание в мир людей. И никакие контракты они не приемлют. Никакими контрактами силу получить невозможно. Начнем. Откуда появились эти контракты? Вообще доктрина этих контрактов и вот эта вот идея контрактов, что можно заключить контракт. И вот ведьмы заключают какой-то контракт, и поэтому, друзья мои, у ведьм защита, их верность силам. Они могут что-то начитать дополнительно, что-то там, если им нужно навести непрогляд, например, отвести врагов от себя и так далее. Это есть, да, вот дополнительно для себя вот что-то там защитное начитать и прочее. Итак, немного отвлеклась, продолжим. Кто создал вот эту индустрию контрактов силами?
и прочую билиберду, я вам скажу, это коммерческий ход. Вот смотрите, чтобы собрать определенных баб с великой мечтой стать ведьмами, играть на их жадности, на их тщеславии, на их, скажем так, мечтах фантастических, да, был придуман такой ход. Ну вот, например, приходят в эту школу магии женщины, совершенно далекие от магии, от всего. И как убедить их в том, что они тоже могут колдовать, тоже могут стать ведьмами, чтобы они в это поверили и приносили свои деньги, собственно говоря, платили за эти курсы, а курсы очень недешевые. Надо играть на их амбициях. А мы знаем, что много задниц хотят поместиться на троне. Как там сказано, но слава богам, что чтобы носить корону, нужна голова, а не задница. Но они хотят поместиться на этом троне, сидеть, собственно говоря, руководить, привораживать, чтобы люди приходили, кланялись, благодарили, подарки несли, чтобы они богато жили, салоны открывали. Вот у них такие мечты. И чтобы на этих амбициях сыграть, нужно их убедить в том, что они могут колдовать. Ну, например, у людей возникнет вопрос. А как так? Это же должно быть дано. Это как бы не всем же дано. Как мы можем стать ведьмами? И тут выходит на первое место идея. Идея фикс. Оказывается, что силу можно получить. Нужно заключить какой-то контракт с этими силами, там, темными, светлыми, там, разными силами. И вот посвящение ведьмы, посвящение канал Творца, еще какие-то посвящения должны пройти. И после всего этого получаешь силу, и теперь ты можешь колдовать, ты заключаешь договор, и согласно вот этому договору силы тебе дают силу и знание, нет, колдовство, а знание ты приобретаешь, и, собственно говоря, пожалуйста, колдуй-молдуй. Или наоборот. Да, наоборот. Вот даем тебе знания, с помощью этих знаний ты обретаешь силу. Если у тебя нет этого дарования и тебе это не дано, ничего страшного, ты можешь заключить контракт с силами, и они тебе дадут возможность колдовать на основе какого-то бредового контракта. То есть все логически разложили для этих женщин, с позволения сказать. И они уже, да, ну вот, мы сейчас пойдем, будем обучаться, узнаем, как надо это все делать, как надо призывать силу, потом призовем эту силу, заключим с ним договор и контракт, и будем на основе этого контракта работать. Контракты разные представляются. Есть такой вариант, например, когда человек, то есть хочет заключить контракт со злыми силами. Вот он говорит, что я буду приводить души, ломать им жизнь, я буду их, значит, искушать, я буду направлять их там на кладбище, куда-то еще. И чем больше их погибнет, чем больше они будут, значит, попадут в лапы дьявола, тем больше мне денег. И вот в этом всем веретничестве, вот новомодном, я об этом тоже говорила. Смотрите, чернокнижие, веретничество, о чем это вот современный вид, что это и откуда пришло. Что там сказано? Ломайте иконы, кресты, поплевывать надо в церкви, где там алтарь, на батюшку надо навести порчу. И вот тогда, мол, вот это вот такой вид контракта. Вот ты наводишь на них порчу, поплевываешь там, хулить надо в церкви, значит, повернуться задницей к алтарю. Ну, в общем, делать всякие безобразные хулиганские штучки. И взамен на все бесы, темные силы тебе будут помогать. Теперь скажите мне, пожалуйста, бесам нахрен вообще интересно, будешь ты там поплевывать на алтарь, повернешься ты задницей к попу, не знаю, проклянешь ли ты попа,
разобьешь ли ты икону, которая там стоит 200 рублей из каких-то красок. Что сила, то есть бесам это вообще дает? Зачем им это интересно и надо? Никак, ничего не дает, им это 100 лет не нужно. Вот пойти, значит, на кладбище, что там животных погубить и тем самым заключить договор с демоническими силами. Это больные люди. Ни одна демоническая сила не желает этой жертвы, этих кровавых жертв. Есть, конечно, боги зла, и в древние времена им приносили кровавые жертвы, однако это не обязательно. Можно было бы обойтись и совершенно другими жертвами. И то же самое вино, и мед приносили, и все прочее. Не обязательно они кровавые жертвы требовали. Но бывали правители, которые считали, что они хотят таким образом задобрить. То есть приносили в жертву рабов для того, чтобы народ его жил счастливо. Но это, честно говоря, особо никакого эффекта не возымело, как в итоге показалось. И вот вся эта белиберда и мракобесие создана только для одной цели. Чтобы убедить людей, которые жаждут стать колдунами-ведьмами, что ими можно стать, что нужно прийти у них, обрести какие-то знания. Вот знаете, иногда встречается какая-то книга только для избранных, другим нельзя трогать. Эта книга только для избранных, только для тех, кто хочет стать могущественным колдуном. Коммерческий ход. Когда ты читаешь слово «только для избранных», ты думаешь, ни хрена себе, я что, не избранный, что ли? Сколько там стоит? 7 тысяч? Да вообще за право быть избранной вообще 7 тысяч не жалко. И причем эта книга всегда упакована, ты никогда не увидишь, что там написано. Покупаешь кота в мешке, приносишь домой, открываешь эту книгу избранных для избранных, и там вот молитва святому Януарию, молитву святому Фоме, помоги, Господи, стать ведьмой, спаси там, Богородица святая, дай мне дар, чтобы я колдовала, и всякая хрень. Вот для избранных книга. Коммерческий ход, как и все коммерческие ходы, которые, собственно говоря, и до сей поры, ну, это маркетинг. Итак, существует ли контракт между силами и человеком? Существует. Но это называется зарок. И она направлена на то, чтобы силы выполнили просьбу. Вот женщина говорит там силам: обещаю помочь бедным, обещаю вот там это сделать, такое доброе дело сделать, собак вылечить, из улицы забрать домой, лишь бы мой сын вернулся живым. Пожалуйста, помогите мне, а я спасу вот несколько жизней. И силы помогают. Теперь ее очередь выполнить обещание. Как правило, оно направлено всегда на добро, на созидание. Что-то построить, что-то сделать, кому-то помочь, кого-то спасти, кому-то оплатить операцию и так далее. Это некий договор между силами и человеком для того, чтобы силы исполнили, помогли в трудной ситуации, а потом человек откупается, благодарит, то есть вот то, что обещал, он должен делать. Это существует. Но можно ли по контракту попросить себе силу, колдовскую удачу, знание, можно ли по контракту открыть в себе дарование, ясновидение и стать, скажем так, известным колдуном и так далее. И по контракту ли, заключают ли контракт ведьмы и колдуны? Нет. Нет, еще раз нет. Ведьмами, колдунами рождаются. Им это дано. Сила их проносит через тысячи испытаний, и в итоге они достигают высшего мастерства, и люди им благодарны, потому что у них удачное колдовство. У них получается все, за что они не берутся. За то, что они верно служат этим силам, они под их защитой. Все. Это, если хотите, называйте контрактом, но в этом нет контракта. Человек понимает, что он должен служить этим силам, он для этого пришел. И если он хочет жить хорошо, если он хочет, чтобы его родные и близкие жили хорошо, он обязан и должен подчиниться их воле и, в конце концов, принять это и жить по законам магии. А потом он начинает любить свою профессию, а потом он видит плоды своего творчества, своего труда. Собственно говоря,
Потом он привыкает к тому, что он есть, ему это дано, он обязан нести этот крест. И, как правило, принимают и берут в это ремесло сильных людей. Людей, которых заприметили еще до их рождения. Может быть, даже встреча их родителей была не случайной, что был зачат именно такой человек. Так что никакого контракта силам не нужно. Силы не любят души, которые готовы себя продать. Они заманивают тебя и возможностями, и деньгами, то есть материальными благами, и славой, и уважением. Они заманивают человека всеми силами, если он им нужен, и дают ему все, лишь бы он им служил. Если человек сам себя предлагает, он силам не интересен. Такой человек изначально силам не нужен. Он уже слабый. Он слабое существо, готовое себя продать. Такой человек не выдержит ту информацию и ту ношу, которую силы должны возложить на его плечи. Поэтому силы могут поиграть с этим человеком, а потом оставить на произвол судьбы. И поэтому люди, которые лезут в магию некоторое время, потом чувствуют, что у них в жизни очень страшные вещи происходят, потому что они полезли туда, куда не надо. Кто придумал контракт? Контракт придумали все эти открыватели всяких школ Таро, школ магии, школы ясновидения и прочее. Потому что они должны убедить своих клиентов в том, что можно получить какие-то знания, благодаря которым можно обрести силу. Это невозможно. Я вам говорю еще раз. Сначала дается сила, потом даются знания, этой силой правильно распоряжаться, в правильное русло направлять эту силу. Все. Сначала дается сила. Вы с этой силой рождаетесь. То есть с этой возможностью вы уже из этого рода. Когда умирает бабушка, прабабушка или до вашего рождения она умерла, это все передается вам. То есть сущность, дух, родовой дух, он передается вам со всем этим опытом, знаниями, со всеми возможностями. Это сила. И вы вначале не знаете, как этой силой распоряжаться, что делать. Сначала это вас пугает, эти все видения и прочее. А потом вы начинаете обретать знания. Если ваша бабушка, прабабушка была жива, чему-то научила, вам повезло. Если нет, сила будет вас за руку водить и учить. Вы будете сами находить какие-то источники. Вам будут встречаться люди, которые вам дадут какие-то знания, дадут вам какие-то книги теней, что-то скажут, чему-то научат, чему-то вы сами придете, будут вас учить подсознательно, через сны. Силы не будут с вами разговаривать, как вот перед вами сидит человек, вам объясняет. Нет, они говорят с вами с помощью эмоций, с помощью идей, с помощью снов, с помощью подсознательных каких-то посылов. Они вас учат и ведут по жизни, и защищают. Теперь, контракт существует? Нет. Можно ли обрести силу, вначале обретая знания? Нет. Вначале дается сила, потом даются знания, чтобы эту силу укротить, чтобы эту силу покорить, чтобы направить в правильное русло, чтобы понимать, как им пользоваться. Все. Все остальное ерунда на постном масле. И чаще всего говорят о каких-то контрактах неучи. Люди, которые в магии вообще ничего не понимают. Они знать не знают, что такое магия. У них есть великая мечта, точнее, великий бред по поводу того, что если они какие-то невероятные знания откроют и чего-то там узнают, то с помощью этих знаний они попросят силу себе. Они попросят у богов, у темных сил, у темных сфер, у эгрегоров, неважно, какую-то силу для себя и заключат какой-то контракт и будут соблюдать, значит, этот контракт, и с помощью вот этого контракта им дается какая-то определенная помощь, деньги, слава и прочее. Они так и будут бредить этими деньгами и славой, так и помрут без этих денег, без этой славы и без этого признания. Но всю жизнь будут уверены в том, что вот обучаясь в разных каких-то школах до глубокой старости, они ждут какой-то силы, каких-то контрактов. И такие люди, как правило, все время очень тщательно следят за какими-то приметами, за какими-то знаками на теле, на руках, на лице. Они все время ищут какой-то знак особенности, понимаете? Отличия, какой-то знак избранности. Но я хочу вам сказать, что
Эти знаки и прочее, это, конечно, хорошо, это дополняет картину. Но если человек до 50 лет, до 70 лет не добился ничего в том поприще, в котором он находится, и уж тем более в магии, если он там учится, обучается, не знаю, ходит где-то, у кого-то что-то. Если он не добился, эти все знаки, которые он там следит на своем теле, эти все определенные приметы и метки, которые говорят о том, что это человек ведьма и так далее. Вы заметили везде вот в этих роликах, где вот какие должны быть ведьмы, там столько просмотров, и все ищут вот эти знаки у себя. Если ты не добился успеха в магии, если тебе изначально не дали силу, если ты ничего не смог, вот обучаясь в разных школах и так далее, кроме как разрушить свою жизнь, больше ничего не добился, если у тебя есть мозги, ты должен понять, что это все фуфло, и отойти от этого. Если нет, значит, вы всю свою жизнь просто посвятите этому миражу, этой несбыточной мечте стать ведьмой с помощью какого-то контракта. Еще раз говорю, коммерческий ход этих всех школ магии состоит в том, чтобы вас вначале убедить, что вы все можете колдовать, можете все стать ведьмами, и у вас у всех можно открыть ясновидение. Это вообще как два пальца об асфальт. Это вообще фигня. Вы можете все это открыть вам и можете узнать такие вещи, которые нигде никогда не узнаете, в жизни своей не узнаете. Да, вы идете, отдаете 60 тысяч, 70, 120 тысяч, чтобы узнать, кто такой Леший, кто такой там Змей Горыныч, кто такой какой-то котопес, еще что-то. И вы идете, даете 120 тысяч. Помните, там, да, даже анекдот был, потом начали, видимо, не только с моими знакомыми это происходило, когда она сказала, что я ходила на курсы ясновидения, отдала там 60 тысяч, по-моему, или сколько, или больше. Я говорю, ну и что ты там ясновидишь? Ну, говорит, зато я сейчас ясно вижу, что я дура. Я говорю, а я могла за меньшую цену тебе это сказать, что ты дура. Не надо было столько денег платить, собственно говоря. Вот, как видите, все-таки ясновидение где-то открывается, только не в ту сторону, в которой им было нужно. Итак, никаких контрактов не существует. Сила сама выбирает человека, которого зовет в услужение себе, дает ему и знания, и помощь, и защиту, и ведет за руку всю жизнь, обучая, и помогая, и объясняя, собственно говоря. И ни в каких контрактах не нуждается. Этот контракт уже внегласно заключен между твоим родом и тобой. И эта сила выходит с одной ведьмы после ее смерти и входит в подсознание, в голову, в мозг, как хотите, да, к другой ведьме. И так до бесконечности. Это и есть тот самый контракт. Вот пришла эта сила, осталась, помогает, дальше идет по роду. Одним словом, разумные поняли, а дураки пусть дальше идут, читают эти легенды и заключают какие-то контракты в надежде что-то получить в магии. Силам нужны сильные души, неподкупные, принципиальные. Силам не нужны предательские души, готовы себя продать за какие-то блага. Совершенно. Они вас могут без контрактов получить. Зачем им контракты нужны? Зачем они должны на вас тратиться? Кому вы интересны? Вы даже себе не нужны. Вы готовы себя продать. Вот и все на этом. Мы презираем человека, который готов прощать все обиды от нас, все, что мы ему скажем. Куда мы его пошлем, он туда и пойдет. Но при всем этом умоляет, просит на коленях, чтобы мы его не оставили. Такой человек вызывает у нас презрение. И мы уважаем человека, который не хочет нам покоряться, а нам хочется его покорить. Потому что мы видим, что это неприступная крепость. Если мы покоряем эту крепость, то мы себя уважаем. То же самое происходит с силами. Зачем покорять того, кто на коленях ползая просит его купить? Вы никому не нужны, господа. Ни силам, ни вселенной, ни себе самим. Всем удачи!